Привет моим любителям астрологии. Для тех, кто случайно забрел на данное видео, меня зовут Кристина, я профессиональный астролог, и сегодня я предлагаю вам поговорить про теневую часть личности. То самое альтер-эго, то, что мы держим в себе скрытым, закрытым, возможно, не до конца осознаем. Каким образом это читается через вашу натальную карту? На самом деле тут даже знать сильно глубоко астрологию не нужно. Конечно, наша натальная карта каждого человека – это совокупность связей между планетами, как планеты между собой общаются, в каком доме они находятся, в каком знаке они находятся. Но все-таки Солнце – это одна из важнейших планет в натальной карте. И я думаю, что каждый из вас хотя бы раз прочитал уже описание своего солнечного знака, того самого знака зодиака, Лев, Козерог, Водолей, неважно. И я думаю, что вы заметили, что описание весьма странное. Да, конечно, мы сейчас вернемся к тому, что мы не можем судить полностью о конкретном человеке только по определенному знаку. То есть мы не делимся на 12 одинаковых типажей. Это естественно. Все-таки Солнце достаточно важная планета, и в противоположном знаке от вашего Солнца скрывается какая-то часть вашей теневой личности. То есть противоположный знак отчасти рассказывает вам о том, каким вы являетесь там внутри. Либо это закрываете, либо вы уже научились с этим жить и работать. Через натальную карту мы можем подсмотреть, подглядеть какие-то некоторые моменты и немножечко упростить себе процесс работы над собой. Да, там не вся часть нашего альтер-эго, не вся часть наша теневая, не все наше скрытое, не все наши демоны, потому что все это распределено по карте. Почему противоположный знак Солнцу – это некое описание нашего эго, нашей теневой стороны. Давайте условно назовем это тень. Потому что Солнце – это описание нашего эго. Это то, что является нашей личностью, осознанная часть нашей личности. А противоположный знак находится на оппозиции нашему Солнцу. Оппозиция в астрологии – это самый сильный напряженный аспект. То есть, если Солнце – это я, то противоположная сторона – это не я, это то, что я отрицаю. Противоположная сторона – это именно та энергия, которая поможет вам полноценно раскрыться, и та энергия, которой вам порой не хватает для проявления, либо та энергия, которая проявляется импульсивно и неконтролируемо. Солнце – это то, кем ты себя знаешь в идеале. Конечно, бывают ситуации, когда мы совершенно не чувствуем солнечную энергию в себе, но в идеале это то, кем мы себя знаем. Но даже если мы солнечную энергию не чувствуем, через свою теневую сторону мы можем выйти в понимание своей солнечной энергии, то есть в раскрытие своего солнечного знака, своего знака зодиака. А противоположный знак – это то, кем ты иногда либо являешься, либо иногда тебе нужно быть, либо иногда ты хочешь быть. И если процесс общения вас с вашей тенью никаким образом не настроен, негативные проявления теневой стороны проявляются хаотично, через вспышки, срывы, негативные реакции, либо наоборот уход в оцепенение, в зависимости от того, какая тень и какое солнце. То есть противоположный знак – это некий такой архетип вашего альтер-эго. Иногда там скрывается талант, иногда очень важные подавленные качества. Иногда там то, что мы осуждаем в других, но также чувствуем это в себе, но не признаем. Либо там скрыто то, что мы осуждаем в других, но это требуется нам. А иногда там скрывается прям наша вторая роль, наш помощник, который в стрессовых ситуациях нас, как Мюнхгаузен, вытаскивает из болота и помогает нам каким-то неведомым образом. И мы даже не можем вообразить, каким образом мы выбрались из этой ситуации. Конечно, нам лучше, когда все это мы можем каким-то образом контролировать и включать тогда, когда нам это нужно. И первое, что нужно сделать, это хотя бы понять, что в нас есть. И на самом деле наша теневая сторона – это та часть нас, которая очень сильно стремится к интеграции в нашу личность, которая не хочет сидеть запертой, которая не хочет вырываться только в момент вашей слабости. Она хочет полноценно управлять данным кораблем и полноценно помогать. Перейдем к разбору ваших знаков. Итак, если ваше Солнце в Овне, то ваша теневая сторона находится в знаке зодиака Весы. Наша сознательная я для овнов – это я самый быстрый, прямо сейчас, все по-честному, четко. Я решил сделать, 3 секунды даже не думал, побежал, остальные подтянутся, если захотят. И в принципе меня не особо интересует, идет кто-то за мной. В тени у нас находится зависимость от чужого мнения, страх быть плохим или обидеть кого-то, задеть кого-то чем-то резким. И в каждом овне есть такое качество, которое, возможно, он даже никогда не покажет. Это зависимость от мнения партнера, от одобрения партнера. То есть овен очень легко может впасть в такие депрессивные состояния, если не чувствует поддержки от своего партнера. Если ваше Солнце в Тельце, то теневая сторона находится в Скорпионе. Ваше осознанное, сознательное я – это стабильность,
комфорт, это свой ритм, свои ценности. Пусть все будет понятно, спокойно и надежно. Но ваша теневая часть, она совершенно противоположная. Там находится и ревность, и одержимость партнером, и стремление контролировать вся и всех, и проверять, копаться, докапываться до истины. И в том числе скрытая любовь к таким большим глубоким драмам и переживаниям. Если ваше солнышко в близнецах, то теневая сторона находится в стрельце. Ваше осознанное я – это мне нужно много информации, мне нужно много общения, легкость, движения, никаких правил, никаких догм, никаких окончательных выводов. Я просто летаю, плаваю в этой информации. Теневая сторона – это некий такой внутренний фанатизм. Хочется найти все-таки одну истину. На поверхности близнец может казаться достаточно легким, веселым, но на самом деле он очень уперт в какую-то определенную точку. И те, кто общаются ближе, часто это замечают. Также потребность в каких-то глобальных, слишком огромных, нереалистичных целях, смыслах, там, где они совершенно не нужны. Залипание в каких-то учениях, каких-то религиозных верованиях и излишнее туда погружение. Также страх ограничиться чем-то одним, хотя есть внутренняя потребность найти какой-то определенный вектор и четко по нему следовать. Если Солнце находится в Раке, то теневая сторона находится в Козероге. То есть наше осознанное я, здесь чувство, близость, семья, свои люди, атмосфера вокруг меня комфортная. Я ранимый, я живой, я эмоциональный. Но теневая сторона – это как раз холодный, расчетливый, жесткий внутри, способность отрезать, дисциплинировать, выстраивать всех по струночке и стоять на своем до последнего. И на самом деле внутренний страх быть слабым. Слабым быть нельзя. Если ваше солнышко находится во Льве, то теневая сторона находится в знаке Водолея. Осознанное львиное я – это ваша личность превыше всего, это ваша индивидуальность, которую должно быть видно, заметно, быть значимым, любимым именно так, как хочется мне, то, каким образом я это хочу, и любить всех так, как хочу я. А в теневой части у нас отстраненность, равнодушие, холодный ум, способность смотреть на все сверху вниз, обесценивать чужие драмы и излишняя требовательность к себе, как следствие, и к окружающим. Я должен соответствовать, я должна соответствовать каким-то определенным критериям данного общества, данного сегмента общества, в котором я нахожусь. Я имею в виду там, где это чересчур, там, где это на самом деле для вас некомфортно, не экологично, но вы все равно в это пытаетесь себя вклинить. Если Солнце в Деве, то теневая сторона в Рыбках. И ваше осознанное я – это логика, порядок, здравый смысл, полезность, эффективность. Должно все иметь структуру и некий смысл. А в тени у нас рассеянность, вера в чудо вместо плана, эмоции без объяснений, внутренняя тяга к растворению в ком-то, в чем-то, к любви, к творчеству, к духовности и в том числе склонность к зависимостям. Если ваше Солнце в Весах, то ваша тень находится в Овне. То есть ваше осознанное я – это гармония, диалог, отношения, справедливость, красота. Главное, чтобы везде был баланс. Но в теневой стороне Овна у нас эгоизм, импульсивность, агрессия, желание делать только по-своему, без оглядки на окружающих. Также именно там зарыта способность сказать «нет», когда вам это категорически некомфортно. Если ваше Солнце в Скорпионе, то ваша теневая сторона, соответственно, в Тельце. Ваше осознанное я, оно про глубину, про правду, трансформации, интенсивность в чувствах, глубина, никаких иллюзий. Пусть лучше будет больно, но честно, чем спокойно и пусто, без эмоций, без глубины. А в теневой стороне желание простой, нормальной, безопасной, материально стабильной, бездраматичной жизни. Потребность в удобстве, потребность в телесных радостях и страх признаться самому себе, что я просто хочу любви и спокойствия. Если Солнце находится в Стрельце, то тень находится в Близнецах. И осознанное я здесь – это большие смыслы, идеалы, дальние горизонты, большие проекты, философия, развитие. А в тени у нас пустая болтовня, поверхностное общение, сплетни, легкие темы и мелкие дела, которые стрелец пытается раздуть до какой-то особой важности. Либо второй вариант – это мелкие рутинные дела, которые стрелец откидывая, считая их недостойными своей какой-то огромной большой миссии. Мы можем презирать пустые разговоры и сплетни, но в то же время при выгорании, либо в каком-то определенном минусе
спокойном состоянии можем залипать в эти сплетни и в них там вариться, купаться в пустых разговорах, которые ничего не дают. Стрелец может уплыть в какую-то пустую болтовню или в мелкие, абсолютно ненужные, не помогающие ни его большой миссии, ни бытовым моментам дела, просто для того, чтобы каким-то образом отстраниться от этих неважных дел. Но проблема в том, что это его никаким образом не продвигает ни в сторону его большой миссии, ни в сторону обычных бытовых понятных дел, которые нужно делать каждому. Если Солнце находится в Козероге, то противоположная сторона находится в Раке. И осознанное я здесь цель, результаты, ответственность, статус, движение вверх, развитие. Я выдержу, я справлюсь, я возьму это на себя. В теневой стороне у нас скрыты эмоции, ранимость, наша детская мягкая часть, потребность в заботе, в защите, не только быть защитником, но и чтобы нас защищали. И желание забраться на ручки, чтобы не самому тянуть, а когда-то потянули тебя. Если солнышко в Водолее, то теневая сторона находится во Льве. Осознанное я, то есть то, что присуще Водолеевскому солнцу, это я особенный, я необычный, не такой, как все. Но я делаю это не ради одобрения, я просто есть такой. Свобода, полет мыслей, идеи, будущее, дружба, равенство. А в тени желание быть центром внимания. Потребность в драме, восхищении, признании и высокое внутреннее чувство собственности. Если солнышко в Рыбах, то теневая сторона в Деве. Сознательное я – это я чувствую, я не считаю, я в этом плыву, я в этом тону с огромным удовольствием. Мир тонкий, все взаимосвязано, интуиция, эмпатия, эмоции, вдохновение. А в тени у нас критическое мышление, здравый смысл, прагматизм, способность структурировать и жесткий внутренний цензор. И когда вы в следующий раз решите почитать описание того или иного знака зодиака, допустим, вы с кем-то познакомились, и, возможно, вам будет понятно, почему ваш новый знакомый Скорпион совершенно не стремится к успеху, к честности, просто потому что его солнечная энергия слишком перетянута в теневую, и он больше ведет себя по тельцовскому сценарию. Или как так оказывается, что ваш бывший партнер Козерог, который был безумно холоден с вами, в других отношениях проявляется как очень мягкий и домашний эмоциональный человек. Или как так случилось, что воинственный Овен попал в абьюзивные отношения.